Доброго дня. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Кстати, подписывайтесь и на мой канал. Здесь будет интересно. Ну а сегодня, в продолжении цикла видео, посвященных творчеству, которые вы можете посмотреть в специальном плейлисте, я расскажу вам о своем втором поэтическом сборнике, который называется «Сын солнца». Он был написан в период 2013-2014 годов. Частично материал этого сборника содержит стихотворения, которые не вошли в мой первый сборник «Вне времени», о котором мы говорили ранее. Посмотрите, кстати, это видео тоже. Но большая часть работ была новой, созданной специально для этого сборника. Имя «Сын солнца» было выбрано заранее. Точнее, оно само появилось где-то в недрах моего сознания, являясь при этом метафорой и образом меня самого по нескольким причинам. Во-первых, я родился 16 августа, и солнце – это то, что привело меня в этот мир. А кроме того, именно в эти годы, 13-14, стали поворотными в моей жизни с точки зрения связи с природой. Тогда я начал свой сознательный путь сближения и слияния с природой через следование природным циклам и праздникам колеса года. В этом смысле солнце, как символ, стало моим проводником, а я стал в этой ситуации своего рода ребенком и учеником, собственно говоря, сыном солнца. То были первые, но очень важные шаги в исследовании связи с природой и приключений, которое продолжается до сих пор. То, что начала открывать мне природа, те образы, ощущения и опыт отразились и на том, что, как и о чем я пишу. Сама поэзия стала восприниматься мной несколько иначе, чем было ранее, более системно и целостно, хотя в плане работы с языком мне предстояло проделать еще огромный путь развития. Кроме того, тогда я начал использовать свою поэзию в психологической практике и через обратную связь от людей понял, что важно, чтобы даже при обращении к трудным темам, например, к теме смерти, в стихотворениях содержалась надежда, чтобы они не обрывались на безысходности, а заканчивались трансформацией, указывающей на точку в будущем, в которой стало лучше, чем есть сейчас. Должно быть, большинство людей, когда слышат о поэтах, думают, а кто был у них музой. Так вот, у меня никогда не было музы. Да, некоторые, романтические в основном стихотворения, действительно написаны для конкретных людей. Однако, моя поэзия в целом имеет куда более глубокий и глобальный исток, нежели какой-то отдельный человек. И уж если кому-то хочется использовать термин «муза», то пожалуй, моя муза – это жизнь как явление и природа с ее циклами и разнообразием форм. А в завершении, по нашей традиции, я сделаю две вещи. Во-первых, скажу, что сборник «Сын солнца» вы можете приобрести в электронном виде на платформе Litres. Ссылка есть в описании к видео. Обязательно переходите и скачивайте. К слову, обложки всех моих сборников иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуардо Родриго Кальсадо с его личного разрешения. Ссылка на его инстаграм тоже есть в описании к видео. А второе, что я сделаю, это прочитаю для вас несколько стихотворений из сборника «Сын солнца». Всегда буду напоминать, что я так себе чтец стихов, поэтому прочитаю так, как получится. И первое стихотворение называется «Есть свое начало». У ночей есть свое начало, у огня, что зажигает свечи, у полей, что расцветают весной, даже у жизни, которая вечна. У пути и любых дорог есть первый шаг, отправная точка. У мелодии есть первый звук, а каждый лист начинается с почки. В каждой фразе есть первое слово, и даже ливень начинается с капли.
У любой картины есть первый мазок, как первый угол есть у пентакля. И у тебя есть свое начало, волшебный природный исток. Найди его в лесных тропинках и дай новой жизни росток. Следующее стихотворение, которым хотел с вами поделиться, называется «Просто танцуй». Не жди, а просто танцуй, не обещай ничего другим. Пари в своей радости над землей, поделись с миром счастьем своим. Над облаками за горизонтом не жди, а просто танцуй. Над землей пари в своей радости, на небе имя свое нарисуй. Следующее стихотворение называется «Я сам это выбрал». Я сам это выбрал, жить среди капель дождя, свободным и чистым, помнящим эхо, жить среди капель дождя. Я сам это выбрал, ходить по океанам бескрайним, стремящимся, честным, с улыбкой надежды, ходить по океанам бескрайним. Я сам это выбрал, создавать людям огонь, сильный и яркий, возрождающий, жаркий, создавать людям огонь. Ну и, пожалуй, еще одно стихотворение, которое я для вас прочитаю, оно называется «Жизнь одна и бесконечно прекрасна». Я видел мириады звезд и тысячи взлетающих птиц. Еще я видел настоящее счастье среди потухших одиноких лиц. Птицам, что летят высоко, неведомы границы, сомнения. Для них полет – это жизнь, свободы самой провидения. Взмах крыльев и движение вперед, смело к намеченной цели. И людям это тоже дано. Мы забыли, что когда-то умели. Но все же живут среди нас, сияющие солнечным светом, в толпе потухших, одиноких лиц, счастливые. И понял я это, когда без страха взглянул на себя, осознал, что мне тоже подвластно счастье, свобода, полет. Жизнь одна и бесконечно прекрасна. Ну и вот на этой ноте будем наш сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!